Сегодня мы вызовем полностью самодостаточное робот-такси и прокатимся на нем по Лос-Анджелесу. Посмотрим, насколько безопасно оно ездит и какие ошибки совершает на дорогах. Попробуем разобраться со всеми штуковинами, которыми увешан автомобиль, и сравним стоимость поездки с обычным такси. С вами Майкл Рейс, и это канал про автомобили в США. Блин, какой раз пытаюсь снимать без очков, но солнце просто не дает ни единого шанса. Нахожусь я в достаточно известном месте, это Венес-Бич. Это пляж на побережье Лос-Анджелеса, значит, в ту сторону у нас исторический мини-район, который называется Канал Венеции. Совсем небольшой, но очень атмосферный. А в ту сторону нет больше ничего, разве что Япония. И то находится она не там, а там. Настолько она далеко. По сути, это самый обычный пляж, но так как он находится в Лос-Анджелесе, это делает его легендарным пляжем. И вот в одном из этих домов живет Эмилия Кларк из «Игры престолов». Я решил, что именно так должен начинаться обзор первого в мире, ну или почти первого, полноценного беспилотного роботакси, которое без всяких нюансов и абсолютно самостоятельно катается по дорогам и возит людей, отнимая при этом зарплату у таксистов. Что поделать? Прогресс. Сейчас буквально минута краткой технической информации, предыстории и другой чепухи, необходимой нам для понимания того, что вообще происходит. И прямо отсюда, с этого места, вызываем этот самый беспилотный автомобиль из будущего. Значит, это Waymo. Полностью самодостаточный беспилотный автомобиль. И в настоящий момент он используется как такси. А дальше, как заявляют, будет видно. Но это уже вау. Потому что еще совсем недавно беспилотный автомобиль даже представить себе было просто невозможно. Сейчас Waymo — это абсолютно полноценная самодостаточная компания. Но изначально это был проект компании Google. И это очень странно, что Google просто позволили им уйти. И значит, да, Waymo уже полностью абсолютно построен, оттестирован и легализован. Даже законы под него были адаптированы. Правда, пока что это Калифорния, Аризона и Техас. Вот настолько у этих ребят все хорошо получилось, и они доказали, что это безопасно. И, конечно же, уже сейчас проводится сертификация в Японии, Колумбии и, конечно же, что очевидно, во всех остальных штатах США. К слову, технологии, по которым сейчас ездит Waymo, были готовы еще аж в 2009 году. И вот 16 лет ушло на то, чтобы пройти все проверки, тесты и барьеры бюрократии. Что у них по автопарку? Значит, в десятых планировались Приусы и Крайслеры Пацифики. Потом всерьез задумались разработать свою собственную платформу. Но время шло, зеленый свет все не давали и не давали. И самым рациональным решением было сконцентрироваться на какой-нибудь модели, которая будет доступна в наличии, когда уже одобрят законопроект. Ну, имеется в виду законопроект о том, что автомобилем теперь можно вообще без людей ездить по дорогам. И этой моделью стал Jaguar I-Pace. Полностью электрический SUV, на который навешали куча доп. Оборудования, о котором мы еще обязательно поговорим. И все, других автомобилей в парке пока нет. Так, я сказал, прямо отсюда будем вызывать, но надо хотя бы с песочка-то уйти. Итак, я вот буквально сошел с песочка. Вот, и я думаю, что можем прямо отсюда вызывать ее. Выбрал ехать с Венес-Бич на Санта-Монику. Пишет, что поездка будет стоить $14. Сразу предлагает нам оплатить. Все. Написано, что наша машина забронирована. И теперь нам нужно... Тут вот появилась точка на карте. Нам нужно теперь, видимо, пройти пару шагов до этого автомобиля. То есть на пляж оно прям не подъедет. Пришло уведомление, что через 4 минуты меня будет ждать автомобиль. See you in 4 minutes. Значит, пока ждем, хочется отметить, что по каким-то причинам в Лос-Анджелесе зона ограничена даунтауном и Вест-ЛА. Возможно, это как-то связано с размером автопарка. Если это так, то я уверен, что зона, конечно же, скоро станет больше. И справедливости ради скажу, даунтаун и Вест-ЛА — это зона с самым сложным трафиком. Тут очень мало парковок и в целом очень хитрые перекрестки, в отличие от остального Лос-Анджелеса. Поэтому я больше чем уверен, что эта зона — это, безусловно, выбор компании Waymo. Написано, что она меня где-то ждет, но я ее не вижу. Вы видите ее? Прямо рядом с нами должна вот сейчас выехать отсюда. Вот она. Без водителя, ребят. Посмотрите.
Никого там нету. Нету водителя. Значит, всякие футуристические здесь штуковины. Тарелка, посмотрите, какая на крыше здесь. Так, чтобы ее открыть... Так, куда это она поехала? Видимо, в более безопасное место отъезжает. Конечно, то, что она сейчас уехала, это полная глупость была. Здесь только одна функция – открыть автомобиль. Все. А, вот еще можно открыть багажник, побибикать и сыграть какую-то музыку. Ну, давайте откроем багажник. Так, допустим, мы положили какие-то вещи. Закрываем. И я думаю, мы можем уже... Вот, кстати, вылезла ручка. Ну, она сказала good afternoon, Михаил. Здесь так прохладно. Офигеть. Здесь такой маленький инопланетный звук. Прям очень необычно. Реально ощущения, хоть и машина обычная, ощущения прям какие-то невероятные. Так, я так полагаю, что единственный вариант, который нам дают сделать, это нажать на начало поездки. Мы поехали. Она не просит меня пристегнуться, но я это сделаю. Это прям просто, не знаю, когда ты едешь самостоятельно, и здесь нет никого. Это просто какой-то аттракцион. Это очень необычно. Так, вообще, что здесь вокруг меня есть? Во-первых, здесь огромная панорама. Она, правда, закрыта вот этой инопланетной тарелкой с датчиками. Но это, конечно, ощущение... Так, я могу открывать окна в автомобиле. Здесь есть вот какой-то вот мануал. Как, видимо, пристегиваться, как сидеть. Вот. И, в принципе, здесь нам показывается вот карта. Можно поменять песню. Есть кнопочка «Съехать». Вообще, конечно, это в голове не укладывается. Я сейчас еду в автомобиле без водителя. Это даже не Тесла, где ты едешь на автопилоте, но все равно должен держать руки на руле. Здесь абсолютно нет никого, кроме тебя на заднем сидении. Здесь ты официально можешь расслабиться и смотреть в окошко. Сейчас, разумеется, Waymo это, конечно, прям супер инновационная, перспективная компания. Они хотят и дальнобойщиков подвинуть, и доставку еды сделать. В общем, у них планы огромные. Они вот сейчас даже, я читал, с Uber объединяются, чтобы поделить рынок такси. Несмотря на то, что Uber несколько лет назад вливал кучу денег, чтобы не выпускать Waymo на рынок такси, потому что у Uber не было таких технологий, и Waymo просто бы схавала Uber сразу же. И вот сейчас они объединяются. И, конечно же, еще посмотрим, как Waymo будет себя чувствовать после того, как Илон Маск выкатит свой беспилотный такси-автомобиль на дороге. Она достаточно резко иногда перестраивается, что я даже не понимаю. Я чувствую, что едет не водитель. Очень плавно тормозит, очень плавно набирает скорость. То есть прям чувствуется, что за рулем не человек. Единственное, что перестроение она иногда делает очень резкие, что меня аж вот так вот прям перекидывает. Я не знаю, почему она так делает. Но она видит все машины, которые находятся вокруг. Даже мотоцикл поехал. Видите, проехал маленький. Она его тоже увидела. Ага, мы еще можем климат менять. Так, ну что, остановим машину, благо у нас есть такая
функция, и посмотрим, что у нас по навесному оборудованию. Мы не можем ее остановить, мы можем только полностью завершить поездку. И, видимо, я ее только что завершил, поэтому мне приходится покидать автомобиль. Я открывал багажник, поэтому она открывает багажник при выходе из автомобиля, чтобы я ничего там не забыл. Как бы напоминает мне. Прикольно, да? Значит, я тут вижу 6 основных устройств, по 2 на крыльях, вот таких вот. Потом вот здесь вот язычки, как у змейки, сзади тоже такой есть. И самое основное, это на крыше вот такая вот инопланетная тарелка. Машина, разумеется, ездит по правилам, читает знаки и разметку и умеет видеть происходящее вокруг за счет системы технического зрения. Эта система включает в себя, как я уже сказал, радары, лидары, сенсоры и камеры. За счет сенсоров и камер Waymo видит все вокруг на 360 градусов. Лидар же тем временем обнаруживает и распознает объекты на расстоянии до 300 метров. Еще один лидар ближнего действия получает информацию вблизи автомобиля, а радар здесь используется для обзора вокруг других автомобилей и для отслеживания объектов в движении. Программное обеспечение представляет из себя некую архитектуру глубокого обучения, которая предсказывает траектории движения других автомобилей в сложных сценариях движения. Она использует графическую нейронную сеть для моделирования происходящего между автомобилями и показывает, как говорят, какие-то просто суперпередовые способности за счет работы сразу с несколькими наборами развития сценариев. Видимо, я сейчас закрываю багажник, и она меня покидает. Вообще, это больше похоже на обвес с AliExpress или какие-то межгалактические бластеры, чем на лидары и сенсоры. Но это лучшее, что на сегодня есть. Значит, вызываю автомобиль второй раз. Написано 3 минуты. Разумеется, вот через приложение я могу видеть, где она находится, сколько человек в нее может поместиться. Я не знаю, зачем мне эта информация. Написано 4 человека максимум. Госномер ее указан. Вот еще в одну менюшку провалился. Здесь можно поменять место пикапа тебя. Ты можешь на другую сторону дороги перетащить вот этот вот кружок, и машина уже будет забирать тебя там. Как бы, ну, это вроде везде тоже есть. Так, ну на этот раз поедем спереди. Unlock нажимаем. Она едет, если я даже не пристегиваюсь, но она мне говорит о том, что я должен пристегнуться. Так, знак стоп. Она должна пропустить всех и только потом ехать, потому что знак стоп только у нас. Люди, конечно, знают, что это за автомобиль, но все равно каждый раз, когда равняются с ним на светофоре, хотят убедиться своими глазами, что за рулем никого нет. Ну, кстати, я тоже так всегда делаю, когда вижу Waymo, потому что, ну, честно говоря, до сих пор не верится. Если так посмотреть, на месте водителя сидеть нельзя, это запрещено правилами, но при этом в машине есть руль и сиденье, и это все занимает место. И, к сожалению, из-за этого Waymo ограничена 4 посадочными местами. Но Илон Маск, конечно же, все это давно понял, поэтому в его концепте беспилотного такси нет ни руля, ни водительского сиденья. Вообще, если так задуматься, то это не выглядит как полноценный какой-то проект. Это больше похоже на дорогой самострой. Вот для кого это вот оставили все здесь? Вот эти вот все кнопочки, педали вот там, руль. Ну и в целом снаружи автомобиль выглядит тоже не особо внушающим уверенность. Все как-то крутится, вот это вот суету наводит. Непонятно, как это будет работать, когда будет снег, лед.
Вот Илон Маск в следующем году беспилотник выпустит, вот я уверен, там будет уровень, там не будет вот этого вот руля, кнопочек, надписей, вот этих вот штуковин, которые там везде крутятся. Там будет прямо все четко, вот увидите. Такого колхоза, конечно, там не будет, при всем моем уважении к трудам компании Waymo. Внутри автомобиль полностью стоковый, то есть ни одной лишней кнопочки здесь нету, все на своих местах. Единственное, что вот только ПО в мультимедиа обновленное специально под компанию Waymo, а так все абсолютно на своих местах. Возможно, вот этой камеры здесь тоже не должно быть. Это вот, наверное, компания Waymo все меня записывает. Сзади вон тоже точно такая же сверху камера. На руле есть наклейка, что руль трогать нельзя, потому что автомобилем управляет Waymo драйвер. А что будет, если потрогать руль? Ну, во-первых, машина это поймет, и, скорее всего, она остановится, сработает защита от дурака, вот, и, скорее всего, вы получите либо страйк, либо бан вашего аккаунта. Поэтому я не думаю, что здесь есть еще какие-то там возможные сценарии, что она там превратится в трансформера и отшлепает тебя. Нет. И, во-вторых, вы же как бы не трогаете руль таксиста, который вас везет, не суете туда руки, правильно? Зачем тут так делать, как бы? Самоубийца, он всегда найдет себе способ самоубийца. Вот только я думаю, что в машине Илона Маска самоубийца будет невозможно. Тем не менее, столкновения по вине Waymo уже случались. Один раз был сбит водитель велосипеда. Непонятно по каким обстоятельствам, но факт. И также был глюк с прошивкой у некоторых машин, когда они врезались в буксируемые эвакуатором автомобили. В США, если что, тачки иногда вот так вот эвакуируют. Инцидентов с тем, чтобы кто-то разбился по вине Waymo, не было. Поэтому будем считать, что если это и не на 100% безопасно, то как минимум безопаснее обычного такси. А вот тупники они ловят постоянно. YouTube буквально завален видосами, где машина сходит с ума, делает какую-то нелогичную ерунду или просто не может решить элементарную задачу. И тут задаешься вопросом, может все-таки сыровато еще для полностью беспилотного использования? Поворотник включила, значит мы поедем сейчас. Сюда. Тут у нас автобус. Объехала, молодец. Я все жду, пока она сделает какую-то ошибку, но это глупо на это надеяться. Ее бы не выпустили на дорогу, если бы она делала ошибки. Так, это что сейчас было? Влево-вправо, зачем она руль крутит? Так, тут у нас человек. У человека красный. Так, на желтый пролетает, закладывает, как я прям делаю. Нормально, неплохо. Прям конкретно на глубокий желтый пролетело. О, 40, едем. Я уверен, что здесь разрешено 40, но летим мы нормально. Куда-то меня привезла. Здесь люди. Она их пропускает. Так, видимо, она хочет высадить меня где-то здесь. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Так, она меня выгоняет. В принципе, я доволен тем, как она ездит. Реально неплохо. Поначалу было стрёмно, а потом уже как бы я привык. И я считаю, что она знает, как нужно ехать безопасно, что она умеет это делать. И еще раз я ее вызвал, чтобы уже поехать к месту, где я припарковался. Но место она выбрала действительно самое безопасное.
Good afternoon, Mikhail. Good afternoon. Вон, человека перекрыло тупо, пока я не нажму на старт, она не поедет. Heading to Venice Beach Parking. Please make sure Так your уж и быть, seatbelt is нажал на fastened. старт, потому что For any человек questions, тупо из press the комплекса car из своего support button to speak with выехать the не rider мог. support agent. И я думаю, в этом случае сигналить бы ей было бы бессмысленно. Вот еще один подводный камень, который называется «Ну, а что еще вроде может случиться?». Этот ролик должен был выйти гораздо раньше, но в день запланированных съемок в некоторых районах LA начались беспорядки. И протестующие быстро догадались использовать автомобили Waymo, чтобы блокировать трафик, просто закрашивая всевозможные сенсоры, из-за чего в центре города движение полностью остановилось и начались поджоги и беспорядки. Автопарк Waymo, к сожалению, пострадал больше всего. И им даже пришлось временно заблокировать сервис и отозвать все автомобили домой. Поэтому вот еще один минус в пользу надежности сервиса. Все время притормаживает. Вот едешь, она газ-тормоз, меня аж чуть укачивает. Я бы так, конечно, не ехал, если бы я был за рулем. Так, вот интересно, там почтальон стоит, она его увидит как-то? Да, притормаживает. Оп, притормаживает. Опять ускоряется. По дорогам Waymo ездит самостоятельно, но для зарядки и обслуживания она возвращается на так называемые хабы. Там автомобили также перемещаются самостоятельно до своего парковочного места, где уже работники хаба ставят их на зарядку и проверяют чистоту автомобиля. Если машина грязная, отправляют ее в местный детейлинг, расположенный все в том же хабе. Руль она, конечно, рановато выворачивает. Нужно выехать на центр перекрестка с прямыми колесами, только потом руль поворачивать. Вот интересно, дети на велосипедах здесь стоят. Как у нас стрелочка загорается. Так, мы должны ехать. Но она видит людей. Поедет ли она? Так, она их объезжает, как препятствие, и поворачивает. Неплохо справилась, неплохо. Keys or wallet. There are more drop-off options in the app. Ох, как она уверенно-то, а? Поворачивает. Все. Ну, что я могу сказать? Автомобиль прошел все мои тесты. Я думал, будет гораздо хуже. Я думал, что она будет прям совсем тупая. Нет, обалденная тачка. Можно пользоваться. Интересно, как она сейчас отсюда выезжать будет, потому что там прямо, куда я заезжал, там платная парковка. Ей теперь есть только назад сдавать. То есть она сейчас реально едет туда, где нужно оплачивать на въезде. Смотрите. $9 стоит въезд. Сейчас посмотрим, возьмут ли оплату с Waymo. Он ей машет, типа, проезжай, проезжай. Все, Waymo можно. Waymo можно бесплатно заезжать. Итак, значит, у нас было всего 3 поездки. Первая поездка у нас стоила $14, заняла 10 минут. Вторая поездка была 16 минут, мы за нее заплатили $17. И последняя поездка 6 минут $11. Я здесь ездил на такси, и я не могу сказать, что это как-то сильно дешевле, чем если бы я ездил на такси. Здесь единственное, что не нужно оставлять чаевые, но $11 за 6 минут, ну это в принципе приемлемо. Это такие же цены, как и на такси, то есть разница небольшая. Ну и, наверное, подводя итог, для меня эта штука как-то, наверное, больше не актуальна, чем актуальна. По деньгам, в принципе, то же самое, по времени ожидания то же самое, но зона покрытия, куда можно поехать, очень маленькая, поэтому, наверное, пока нет. А так, в принципе, буду иметь в виду, очень веселая штуковина, интересно. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're